Всем привет! Так получилось, что мы с мужем приехали по работе. Мы по работе мужа на Ибицу на пару дней. И посмотрим, что мы здесь будем делать. Надеюсь, что мы не соскучимся. В этот раз мы остановились в апартаментах. Ну или правильнее сказать, в апарт-отеле. Это территория нашего апарт-отеля. Здесь есть, кроме всего прочего, и зона барбекю, из-за чего я, собственно, и забронировала эти апартаменты. Так получилось, что наша поездка выпала на выходные, на которых была православная Пасха, Воскресение Христово. И обычно я всегда стараюсь что-то готовить на Пасху. Из традиционной кухни – куличи, Пасху, украшенные яйца. Это сами апартаменты наши. Это уже после заселения. Я делаю не в первый день видео, а уже после заселения. В отеле не сделать, не приготовить ничего, поэтому выбрали апартаменты с кухней и зоной барбекю. Но куличи сделать не получилось, поэтому только красила яйца в итоге. Наш апарт-отель был рядом с пляжем, но поездка пришлась на конец апреля, и в это время здесь практически никто не купается. Вода холодная, и вы можете увидеть, какой грязный пляж из-за водорослей. Водоросли, которые выбрасываются из моря, но потом все это чистится. В сезон здесь пляжи очень чистые, но сейчас, сами все видите. Но также есть моржи, которые купаются не только сейчас, они купаются и зимой, в январе. Наверное, не везде есть моржи. По дороге мы увидели апельсиновый сад, и я не смогла не остановиться, чтобы не посмотреть его. Вот так растут апельсины. Наверное, многие не видели, как они растут. Кстати, я тоже первый раз увидела в Испании. До этого я много путешествовала, но я ни разу не видела, как растут апельсины. Вообще, в Испании апельсины выращиваются в крупных масштабах, и они стали своего рода символом Пиренейского полуострова. Испания является одним из 10 крупнейших производителей апельсинов в мире. Испанские регионы, где издавна и в больших количествах выращиваются апельсины, это Валенсия и Андалусия. Ибица не входит в этот список, но здесь тоже есть апельсиновые сады. Вообще, горький апельсин в Европу завезли арабы через Пиренейский полуостров, где и находится Испания. Из-за горечи этот фрукт использовали как лекарство, а также из него делали эфирные масла. Сладкий апельсин, который произрастал в Китае и Гималаях, был обнаружен в 1520 году португальским мореплавателем Васко да Гама. В Испании произрастают и сладкие, и горькие апельсины. Рвать апельсины с деревьев запрещено, а остановиться и сфотографироваться можно, как сделала я и как сделала еще одна итальянская семья. На Ибице тоже имеет большое распространение агротуризм. Поэтому, кроме всемирно известных клубов и пляжей Ибицы, здесь вы вполне можете найти для себя спокойный размеренный отдых. В особенности, если вы не любите дискотеки и большое количество людей, большие скопления людей. И если вам нравится сельская местность. Благодаря этому направлению в туризме, а именно агротуризму, вы сможете насладиться природой и спокойствием этого шумного острова вдали от туристов. Как правило, это северная часть острова, которая не имеет такого огромного наплыва туристов. Здесь можно остановиться в отелях в деревенском стиле, часто на территории которых может располагаться мини-ферма, либо фруктовые сады и плантации.
И вы сполна можете насладиться деревенской жизнью. Увидеть животных, посмотреть, как растут разные фрукты. Кстати, эти отели, здесь они называются Каса Рураль, на самом деле они не дешевые, и за тишину и покой на этом острове вы заплатите больше, чем если остановитесь в шумном районе острова. Но оно того стоит, поверьте. И многим такой отдых по душе. Мы идем на пляж, но не купаться, не загорать, а просто выпить кофе. Кофе с таким потрясающим видом. Да, было немного людей на пляже, но никто не купался, люди загорали. Потому что в этот день было тепло, и люди загорали на пляже. Послушайте звуки природы Ибицы и просто посмотрите, как здесь красиво. По-моему, это очень хороший момент, чтобы посетить Ибицу весной, когда все расцветает, когда такая сочная, свежая зелень, и птички поют, и просто все кругом цветет. Если честно, я обожаю природу, и я просто люблю услышать эти звуки, мне очень нравится это. А вот так растет инжир. Фиговое дерево оно же. А это миндальное дерево. Так растет миндаль. А сейчас мы увидим легендарный рынок хиппи, который называется Лас Далиас. Vamos? Продавать свои товары на этом рынке – это мечта любого мастера на Ибице. Рынок открыт по субботам и воскресеньям. Сам рынок стал свидетелем эволюции острова, его туризма и его жителей в 60-х, 70-х и 80-х годах. Это были годы великих перемен и социальных преобразований, которые отразились в месте, которое знало, как адаптироваться к этим изменениям.
На этом рынке можно найти все, что угодно. Украшения, одежда, живопись, книги, еда, косметика, музыкальные инструменты, предметы ручной работы, антиквариат, все что угодно. Я люблю купальники, и я раньше в своей прошлой жизни занималась купальниками, дизайном купальников, и, возможно, я когда-то еще к этому вернусь, я не исключаю этого. И меня всегда не тянут к себе. Я обожаю купальники и красивое нижнее белье. И вообще я люблю поразглядывать всякие украшения. Хотя, если честно, я не пользуюсь бижутерией. Я, не знаю, мой принцип, пусть лучше будут небольшие украшения, но они будут натуральные. Но ничего против не имею, если другие любят бижутерию, ничего в этом нет. Я не считаю это зазорным, и у всех разные вкусы. Каждому нравится свое. Все мы разные. Некоторые предметы на этом рынке привезены из дальних земель, таких как Индия или Бали. Наверное, Лас-де-Льес – это самый известный рынок на Ибице. И помимо множества торговых мест, здесь проводятся концерты, досуговые мероприятия всех видов, культурные и художественные, вечеринки и так далее. Кстати, я очень люблю вот такие отделы с травами, с разными благовониями. Меня просто притягивают они к себе. Я люблю приятные ароматы, и, по-моему, это всегда уместно в любом доме. Такие очень интересные штучки. С цветами, с разными растениями. И вот такие отделы тоже мне очень нравятся. Если честно, всегда меня манили камни, разные камни. У всех разная энергетика, разные свойства. И вообще я верю в то, что не всем подходят все камни, каждому человеку подходит что-то определенное. У каждого камня своя энергетика. Мне это интересно, я об этом читаю часто. И это интересно. Вот такие ручные работы, очень интересные тоже, как, я не знаю, картинки из дерева. ¿Se puede hacer vídeo? Es muy bonito, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Она не очень хотела, чтобы я снимала их. Конечно, я понимаю, потому что кто-то может потом копировать. Конечно, я не собираюсь делать этого, но никто не знает. Поэтому каждый бережет свой труд, и каждый считает свой труд каким-то уникальным, поэтому я прекрасно ее понимаю. Местный арт. Как вам? Или вот такие украшения? Наверное, кому-то понравится, да? Также, помимо всего прочего, на этом рынке хиппи, можно перекусить вполне себе неплохо. Здесь есть специальные кафешки, по-моему, даже один небольшой ресторанчик. В общем, вот такие кафешки они, где просто можно перекусить. Посмотрим, что здесь есть. Это недорого, и, в общем, здесь выбор так, немного всего здесь.
Но, в общем, на этом рынке можно найти все, что угодно. Вот такие интересные подделки из камня. Такие картинки интересные, которые тоже она не хотела. Продавец она не хотела, чтобы я их снимала, видимо, чтобы я потом не копировала их. Ну, конечно, все понятно. Вот эта керамика тоже интересная. Я любитель кошек, всегда найду свое. Это магниты. Если вы посещаете Ибицу, то обязательно вам нужно посмотреть этот рынок хиппи, Лас-Дальес. Он самый известный и самый такой интересный. Здесь вы прочувствуете местный колорит. Ну а здесь можно перекусить и что-то выпить. Из традиционных пасхальных блюд у меня только крашеные яйца. У меня не получилось сделать куличи, даже здесь в апартаментах. Просто это сделать на самом деле очень сложно. Поэтому нужно быть у себя дома, чтобы сделать куличи, чтобы сделать творожную пасху. А вообще здесь на Ибице много таких дорог в горах для прогулок. Называется Рута де Каминар по-испански. Чтобы прогуляться либо пешком, либо на велосипеде, либо для конных прогулок. И это здорово, вы совмещаете приятное с полезным. Ну, это же тоже спорт. И природа, потрясающая природа, очень красиво здесь. И, конечно, как, прилетев на Ибицу, не полюбоваться ее потрясающе красивыми бухтами. Даже не купаясь, не заходя в воду и не загорая, просто полюбоваться. Оно того стоит.
Всем спасибо за просмотр, за то, что вы были со мной. И до скорого. Пока-пока.